Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. Вы когда-нибудь замечали, что самые сильные моменты часто приходят не с громким звуком, не с овациями, не с большими заголовками, не с официальными объявлениями? Напротив, самые значимые мгновения часто рождаются в тишине, в местах, куда не направлены камеры, в секундах, которые не попадают в заголовки. И сегодня нечто подобное только что раскрылось. Только что произошло. Сотрудники GQ Korea косвенно раскрыли то, о чем редко говорят в связи с Ким Тэ-хёном. Не о его культовой внешности, не о его мировой популярности, а о том, что происходит в тот момент, когда камера еще не нажала кнопку спуска. В современной индустрии развлечений мы привыкли видеть только конечный результат. Идеальные фотографии, взгляд, становящийся вирусным, ауру, приковывающую миллионы глаз. Но мы почти никогда не задаемся вопросом, что на самом деле происходит до того, как все это появляется. Кто управляет атмосферой? Кто чувствует момент еще до того, как он становится реальностью? День съемки для GQ Korea должен был пройти как обычно. Плотный график, профессиональная команда, строгая отработанная рутина. Никто не пришел с ожиданием, что произойдет нечто особенное. Даже сам Ким Тэ-хён появился без помпезности, без требований, без желания привлечь к себе внимание. Но постепенно, почти незаметно, атмосфера в комнате начала меняться. Не из-за громких слов, не из-за драматичных движений, а из-за полностью осознанного присутствия. Сотрудники GQ Korea начали замечать нечто странное. То, как Тэ-хён стоит, то, как он осматривает пространство, то, как он ждет не указаний, а понимания. Словно он пришел не просто позировать для съемки, а прислушаться к самому пространству. И с этого момента съемка перестала быть просто редакционной сессией. Она превратилась в опыт, в тихий, глубокий, наполненный смыслом творческий процесс. Что именно увидели сотрудники GQ Korea в тот день? Почему они выбрали молчание, а не аплодисменты? И почему этот закулисный момент оставил более сильное впечатление, чем конечный результат? Это история о скрытом мастерстве Ким Тэ-хёна, история, которую камера не видит, но которую чувствуют все, кто находится в комнате. Есть одна истина, о которой редко говорят в современной индустрии развлечений. Чудеса почти никогда не происходят там, где на них смотрят. Мы привыкли фиксироваться на результате, на идеальной фотографии на обложке журнала, на резком взгляде, который за минуты становится вирусным, на визуале, о котором говорят миллионы людей, глядя в свои экраны телефонов. Но крайне редко мы останавливаемся и спрашиваем, как на самом деле рождается этот момент. В тот день на съемке GQ Korea ответ на этот вопрос не прозвучал в официальном заявлении, не был озвучен в длинном интервью и не появился в виде сенсационного заголовка. Он проявился медленно, через маленькие, почти неслышные моменты, через тишину, которая обычно остается незамеченной, через простые закулисные детали, доступные лишь тем, кто находился в комнате. С технической точки зрения, день должен был пройти так же, как и многие другие съемочные дни. График был тщательно составлен за недели до этого. Редакционная команда GQ Korea прибыла рано, проверила оборудование, отрегулировала свет и убедилась, что каждый угол студии в идеальном состоянии. Никакого лишнего напряжения, никакого драматического ожидания. Все знали, что им делать. GQ Korea не маленькое имя в мире моды и редакционного контента. Они работали со многими крупными фигурами, актерами, моделями, музыкантами, публичными личностями, привыкшими находиться перед камерой и прекрасно чувствующими ритм съемки. Поэтому, когда имя Ким Тэ-хёна появилось в расписании, это вызвало не тревогу, а спокойное любопытство. И когда он наконец прибыл, он не вошел с аурой, требующей внимания. Никакой спешки, никаких повышенных голосов. Он пришел без шума, без больших жестов. Он пришел не как Ви из BTS, за которым стоят стадионы и тысячи голосов. Он пришел как Ким Тэ-хён, спокойный, вежливый, почти молчаливый. С первых шагов на площадке появилось ощущение чего-то иного, хотя это трудно было объяснить словами. Он не стал сразу в центр комнаты, как это делают многие публичные фигуры, привыкшие быть в фокусе. Он двигался медленно. Его взгляд мягко скользил по пространству, на висящих лампах, тенях в углах стен, на отражениях света на полу студии. Словно он не просто присутствовал, а читал пространство.
Один из сотрудников почти бессознательно прошептал коллеге: «Он не ждет указаний», после короткой паузы добавил: «Он понимает пространство». Когда камера была готова и все заняли свои места, Тэхьон не начал двигаться сразу. Он остановился на мгновение, сделал вдох, расслабил плечи, настроил ритм своего тела под атмосферу вокруг. И когда он начал двигаться, ни одно его движение не звучало громко или поспешно. Каждое изменение выражения лица текло спокойно, каждая поза ощущалась как естественное продолжение предыдущей, без разрывов, без напряжения, без попытки произвести впечатление. Фотограф GQ Корея с многолетним опытом работы в индустрии наконец признался почти с удивлением: «Обычно мы снимаем, чтобы найти момент. С Тэхьоном момент находит нас сам». Сотрудников поразил не только визуальный результат, но и то, насколько он контролировал себя. Тэхьон знал, когда двигаться, а когда остановиться. Он понимал, что тишина может быть сильнее любого драматического жеста. Он не пытался привлечь внимание камеры, он позволял камере прийти к нему. Это осознание медленно распространилось среди команды, не в форме аплодисментов или громких похвал, а через взгляды, через более длинные паузы тишины. Это было не просто природное дарование, это было глубокое понимание, то, чему нельзя научиться за короткое время. Его скрытое мастерство проявилось еще сильнее во время паузы. Свет приглушили, камеру опустили, площадку начали перестраивать. Обычно в такие моменты многие модели отходят в сторону, погружаясь в себя и ожидая следующих указаний. Тэхьон сделал наоборот. Он подошел ближе, встал рядом с фотографом, посмотрел на маленький экран с отснятым материалом. Он не говорил о себе, не оценивал свою внешность. Он говорил об истории. «Здесь чувствуется тишина», — сказал он мягко, — «и, возможно, это хорошо». Он спрашивал о концепции съемки, о чувствах, которые хотели передать, о том, какое ощущение должно остаться у читателя после того, как журнал будет закрыт. Не как мировую стралу, а как настоящий творческий партнер, желающий понять. Один из редакторов GQ Корея позже сказал: «Он задает вопросы как человек, который понимает визуальное искусство, а не просто появляется в кадре». Иногда Тэхьон делился небольшими предложениями. Они никогда не звучали как указания, никогда не ощущались как требования, это были лишь мягкие наблюдения. «Если мы сделаем паузу перед следующим кадром», — сказал он тихо, — «эмоция может стать глубже». Они попробовали, и результат изменился. Не резко, не броско, но стал честнее, живее. Постепенно ритм комнаты изменился, исчезла гонка со временем. Все начали работать медленнее, не из-за усталости, а потому что понимали, что такие моменты нельзя ускорять. Речь шла не о количестве кадров, а об одном единственном моменте, который будет по-настоящему настоящим. И Тэхьон понимал это лучше всех. В середине съемки был один почти незаметный момент. Свет включен, камера готова, но Тэхьон стоит неподвижно. Никто не просит его двигаться. Секунды проходят в тишине, которая не кажется неловкой, наоборот, наполненной смыслом. И когда затвор наконец срабатывает, этот кадр становится одним из самых сильных за весь день. Один из сотрудников прошептал: «Он знает, что тишина может быть высказыванием». Когда день подходил к концу, не было той тяжелой усталости, которая обычно остается после долгих съемок. Вместо этого теплая тишина, похожая на состояние после произведения искусства, которое слишком тронуло, чтобы сразу о нем говорить. Свет выключали один за другим, оборудование убирали, студия, еще недавно залитая светом, постепенно становилась пустой, но странным образом она не ощущалась пустой. Что-то осталось, чувство, которое трудно объяснить словами, но которое ясно ощущали все присутствующие. Ким Тэхьон уехал, он просто сказал «спасибо», слегка поклонился, без больших жестов, без желания произвести эффект, и именно поэтому его присутствие ощущалось так глубоко. Некоторые сотрудники продолжали сидеть молча, другие задерживали взгляд на экране дольше обычного, словно пытались осмыслить то, что нельзя сразу выразить словами, потому что в тот день они фотографировали не просто мировую стралу, они видели человека, который по-настоящему присутствует, человека, который понимает, что искусство — это не о том, насколько громко ты проявляешься, а о том, насколько честно ты находишься внутри момента.
Ким Тэ-хён не управлял комнатой голосом, он управлял ею тишиной. Он не заставлял камеру следовать за ним, он позволял камере найти его. И, возможно, именно в этом заключается его самый редко обсуждаемый талант. Он знает, когда двигаться, он знает, когда остановиться. Он понимает, что не каждое высказывание должно быть произнесено, некоторые достаточно почувствовать и позволить им остаться. В мире, который становится все более стремительным, насыщенным и жаждущим внимания, такое отношение кажется почти чуждым, но именно поэтому оно кажется таким ценным. Оно напоминает нам, что не все нужно объявлять, не весь смысл нужно объяснять, некоторые вещи просто нужно почувствовать и позволить им остаться. Когда камеры выключаются и свет гаснет, остается не просто фотография, остается атмосфера, ощущение, что только что произошло что-то подлинное, что искусство — это не о том, что видно, а о том, что чувствуется. И, возможно, это самое тихое, но самое мощное наследие Ким Тэ-хёна, не просто как художника, не просто как мировой иконы, а как человека, который понимает, что даже молчание может говорить. Потому что в конечном итоге самые ценные моменты — это не